Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать очень красивый, стильный кардиган. Связан крупной вязкой, поэтому свяжется быстро и несложно. У нас в сегодняшнем мастер-классе будет разбор на 44, 46, 48 и 50, 52 размеры. То есть мы с вами полностью сегодня постараемся разобрать, какими узорами связана наша модель, как расположить узоры, сколько петель набрать на тот или иной размер. И все у нас начинается, как всегда, с выбора пряжи. Пряжу я предлагаю конкретную, очень похожую на оригинальную пряжу. Давайте я вам сейчас укрупню узор. Давайте посмотрим внимательно нашу моделечку. Смотрите, я сегодня при составлении описания обращаю ваше внимание, что у нас планка вяжется такой косой на 12 петлях. Вот она здесь связана. Вот, очень красивая коса на 12 петлях. И здесь на вырезе V-образном она переходит в обычную резинку 1 на 1. Вот, это коса, как вы видите, но не сразу, а частично. Видите, частично убавочки идут у нас. У нас тоже сегодня будут редкие убавочки там. В общем, я в своем описании об этом не упоминаю. Если у вас есть желание, сделайте как в оригинале. У меня планка продолжается на 12 петлях вот этой красивой косой. Вот такая, вот такое отличие, да. Далее, девочки, поскольку у меня получилась пряжа более крупная, это машинная вязка, мы вяжем руками. Вот у меня здесь не 11 петель, а 9. То есть я здесь вот эти вот полупатентную резинку немного сжала. Но об этом мы более детально поговорим в сегодняшнем мастер-классе чуть позже, после того, как свяжем узор и определим плотность. Вы поймете, о чем идет речь. Я специально показываю вам укрупненный вариант модели, чтобы вы смогли разглядеть здесь, как располагаются узоры. Вот еще вот такой вариант давайте посмотрим с вами. Видите, у нас всего 3 пуговки. Пуговки у нас начинаются не сразу снизу, а вот видите, здесь вяжется резинка, и только после этого идет наша коса. Вот. Ну, в общем-то, здесь, собственно, используется всего 3 варианта узора. У нас используется полупатентная резинка, вот эта коса на 12 петлях, и вот эта вот красивая бабочка получилась она у нас на 13 петельках. Все мы с вами сегодня свяжем. Очень у нас все будет подробно разбираться, девочки. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Так, давайте еще вот вам приближаю. Смотрите, как здесь оформлен вот окат рукава, да, смотрите, как он здесь идет тоже так. Ну, это, конечно, машинная вязка, машинная технология. Вы делаете, как вам удобно. Не обязательно дословно, прям добуквенно повторять модель, которая перед вами. Конечно же, привносите свою фантазию. Я думаю, что это более будет, и приятнее вязаться, и, в общем-то, творческий подход всегда более приятен. Далее, значит, вот эта коса, которая здесь у вас представлена по планке, здесь она закрывается в несколько этапов. Я сделала закрытие в 1 этап. Если вы хотите сделать вот в несколько этапов,
так скажем, плоский такой закрытие, да, то, пожалуйста, примените этот вариант вязания вот этой косы на ваше желание. У меня сразу за один ряд идет закрытие, закрытие, господи. У меня идет сразу перекрещивание 12 петель. То есть я упрощаю вот этот вот момент. Мне так больше нравится, причем у меня это закрытие совпадает по раппорту, по высоту с бабочкой. Очень удобно вязать. Одновременно начинаем, да, вот эти перекрещивания делать, одновременно их делаем. Вязать очень легко и удобно из-за этого. Так что имейте в виду, все по желанию, все по вашей, было бы желание, да, возможности найдутся. И вот спинка, тоже спинка показываю, как оформлена. Смотрите. Теперь укрупняю вам узорчик. У нас идут, значит, по центру наша красивая бабочка, и с двух сторон тоже, значит, идет бабочка симметрично. Между ними идет полупатентная резиночка. Вот. У рукавчика также по центру там идет бабочка, и с двух сторон идет полупатентная резинка, потом еще раз бабочка. Повторюсь, это брендовая модель, и она вяжется именно на машине. Это фабричное изделие. Мы же с вами можем только повторить этот вариант как бы спицами. И, в общем-то, естественно, у нас получится что-то несколько похожее, но свое неповторимое по своему вкусу. Мы должны обязательно привносить вкус какой-то свой стиль как-то, да, по своему желанию. Иначе это будет неинтересно. Вот мне, например, неинтересно, да, вязать одинаковые вещи, да, мне хочется обязательно что-то свое всегда привносить куда-то. Так, мои хорошие, ну, собственно говоря, все мы с вами рассмотрели, все вы поняли. Давайте сейчас с вами посмотрим выбор пряжи. Пряжа, смотрите, такая довольно толстенькая здесь используется. И она, смотрите, знаете, с шелковым таким блестит немножко, да, как шелк. Вот с таким же блеском я и выбрала тоже пряжу. Постаралась, ну, чтобы совпало как-то у нас с вами пряжа с оригиналом. Для вязания этого кардигана я предлагаю пряжу Адели. 50 грамм 90 метров, 50% шерсть, 50% акрил. Цвет 202, розовый такой. Вот такая пряжа. Она довольно-таки толстая, хорошо скрученная. Имеет такой, знаете, характерный цвет, такой, знаете, как шелк. Блестит. Очень похоже по фактуре на то, что мы видим в оригинале, девочки. Вот так выглядит наш узор. То есть у нас здесь вот элемент бабочка идет. Затем идет резинка полупатентная и планка. Планка вот таким узором связана. Это жгут на 12 петлях. Довольно жесткая такая получается планка. Но именно то, что должно и быть. По краю она должна быть жесткой. Так, в общем, сегодня мы будем с вами вязать узор этот. И все подробно там рассмотрим. Очень просто вяжется узор. Перекрещивания легкие, несложные. Вот этот жгутик мы вяжем с использованием дополнительной спицы. А вот эту бабочку мы вообще так перекрещиваем. Я покажу, как это легко сделать, не напряжно, так скажем. Смотрим схему узоров. Схема узоров у нас выглядит вот таким образом. Верхний узор — это наша с вами бабочка на 13 петельках. Раппорт ее составляет 13 петель в ширину, 14 рядов в высоту. И коса для планки вяжется, значит, на 12 петлях в ширину, это нижний узор, и
То же самое, высоту раппорт составляет 14 рядов. Я их специально вот так вот, чтобы для удобства, сделала одинаковыми по высоте. Повторюсь, если вы будете вязать плоскую резинку в несколько этапов перекрещивания у вас будет, это вы, пожалуйста, уже по-своему делайте. Я считаю, что мне вообще вот такой вариант за один раз перекрещивания больше всегда нравился, чем плоская резиночка. Поэтому я оставляю за собой право использовать то, что мне нравится в своих видео-мастер-классах. Так, далее давайте посмотрим выкройку. У нас вот такая будет выкройка. Здесь не стоят, большинство размеров не стоит. Все более детально мы разбираем после того, как свяжем образец. Поэтому я вам просто общие вот эти моменты показываю, как выглядит, значит, наше с вами технологические вязания. То есть у нас есть спинка отдельно, левая и правая полочка отдельно 2 рукава вяжется. Все соединяется в процессе вязания. Так, и наше описание будет выложено под видео. Длину изделия я указала. Вяжем резинку спицами 3,5, а узор начинаем вязать на спицах номер 4. Каждый раз у меня спрашивают про расход пряжи. Девочки, есть специальные формулы, специальные какие-то методики по высчитыванию расхода пряжи, исходя из образца пряжи. Да? Пожалуйста, для своего конкретного случая, для своего размера, для своей длины, пожалуйста, воспользуйтесь этими методиками и сделайте более точный расход пряжи. Я же вам про расход пряжи могу сказать только то, что ориентировочно здесь будет использоваться около 600-700 грамм пряжи. На данный кардиган уйдет. Все это описание я выложу под видео. А сейчас приступаем к вязанию образца. Для вязания образца давайте посчитаем петли, сколько набирать. У меня такой обширный получился образец. Для вязания образца набираем 42 петли. Такой большой у меня получается образец. Девочки, если вы, в общем-то, можете набрать поменьше количество петель, мы потренируемся с вами вот эту бабочку на 13 петлях вязать, да, вот эту жемчужную резиночку полупатентную. Ну и вот это, если хотите, это то, что у нас идет, ну как планка идет у полочки, вот тоже можно потренироваться. То есть она вот так у нас, вы видели, такая красивая планка в виде косы идет. Ее тоже можно потренироваться. Поэтому, если хотите, как у меня, 42 петли должно у вас быть. И я показываю, как мы вяжем образец. Итак, у нас с вами первые 3 петли будет жемчужная резинка. Смотрите, вяжется она следующим образом. 2 ряда у нас в высоту раппорт составляете 2 петли этой резинки. Раппорт. Значит, делаем вот такой накид и снимаем петлю, не провязывая. Затем вяжем лицевая. Опять делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Дальше у нас идет наша бабочка. Вяжется она следующим образом в первом ряду. У нас сразу идет перекрещивание 6 петель направо. Снимаем 6 петель, перекрещиваем. Первые 3 петли за работой у нас вот таким образом. Высвобождаются следующие 3 петли перед работой. И вот так мы их меняем местами. И вяжем все 6 лицевыми. По центру идет изнаночная петля, но она необычная. Она у нас также вяжется с накидом. Накид, петля снимается. Следующие 6 петель перекрещиваются налево. Снимаем также 6 петель, перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой, следующие 3 высвобождаем за работой. Поменяли их вот так, перекрестили местами и вяжем как 6 лицевых. Раз,
2, 3, 4, 5, 6. Вот такая бабочка получилась. Дальше вяжем 11 петель резинки жемчужной полупатентной. Делаем вот такой накид, снимаем петлю. Лицевая. Накид, петлю снимаем. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Опять накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем. То есть 11 петель у нас здесь. Дальше у нас идет вот эта большой жгут на 12 петлях. И сейчас мы будем с помощью дополнительной спицы перекрещивать эти 12 петель направо. Когда у нас большое количество петель, я использую всегда дополнительную вот такую спицу. Когда маленькое количество петель перекрещивается, то достаточно наших ручек, да? А здесь требуется специальное такое приспособление, да, дополнительной спицы. Итак, перекрещиваем. Смотрите, берем первые 6 петель, снимаем их на дополнительную спицу. Так. И оставляем за работой. Следующие 6 петель, смотрите, у нас тут накид, он так и должен остаться. Следующие 6 петель провязываем лицевыми. Очень тяжело это сделать в первом ряду, сразу вам говорю. Вот эта вот фигня сзади очень мешается. Значит, вяжем 6 лицевых, которые на нашей основной спице находятся, да? А затем вот эти 6 петель за работой, которые ниточку вот сюда возвращаем наперед, да? И вот эти 6 петель у нас с вами должны вернуться на левую спицу. В общем, возвращаем их там за работой аккуратно. Вернули, да? И сейчас ниточку опять возвращаем. И все это дело вяжем как 6 лицевых. Все, что было за работой. Все, вот таким образом мы все перекрестили с вами одним махом направо. Перекрещивание произошло 12 петель. Это бывает редко, но красиво и пышно смотрится. Такая будет застежка, такая планка. Представляете, как это красиво смотрится. И, девочки, когда будете вязать планку у этой пышной косы, я вам советую не от кромочной сразу заканчивать эту планку, а сделать здесь тоже изнаночную. Также мы делаем, смотрите, накид, петлю снимаем, и вот после этого вяжется кромочная изнаночная. То есть я вам сейчас показала, как оформить планку. Вот эта коса, этот жгут большой на 12 петлях, он должен быть грубый. То есть это планка, да, и она должна быть жесткая и грубая. Не зря здесь резинкой всегда вяжут, да, а у нас здесь выполняет роль лицевая гладь, но она скрученная, она двойная. С изнаночной стороны она, вот видите, как выглядит. Так, теперь дальше вяжем. Значит, смотрите, с изнаночной стороны этот узор провязывается, там, где у нас была снятая петля и накид, он вяжется лицевой петлей. Затем вяжется 12 изнаночных. Связали 12 изнаночных, и в изнаночном ряду второй ряд раппорта нашей резинки полупатентной мы вяжем, смотрите, там, где у нас идет накид и снятая петля, лицевая, изнаночная. Опять накид и снятая петля, лицевая, а там, где мы вязали лицевую, с изнаночной стороны вяжется просто изнаночная петля. Опять лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И сейчас бабочка пошла, вяжем 6 изнаночных,
По центру идет наша петля такая, вяжется лицевой с накидом. Опять 6 изнаночных. И 3 петли у нас остались полупатентной резинкой. Лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем. И далее, смотрите, 3-й ряд, 5-й, 7-й, 9-й, 11-й и 13-й ряды мы вяжем лицевые петли в нашей бабочке. По центру в бабочке вяжется изнаночная, именно как у резинки с накидом, да? То есть в первом ряду провязывается накид и петля снимается, во втором ряду она вяжется просто лицевой. Сейчас я показываю вам, как вязать 3-й ряд, и вот точно таким же образом вы будете вязать 5-й, 7-й, 9-й, 11-й и 13-й ряды. И затем у вас пойдет повтор с 1-го ряда. Смотрите, 3-й ряд вяжем. Делаем накид, петлю снимаем. Это резинка наша полупатентная. Лицевая, опять накид, петлю снимаем. 6 лицевых в нашей бабочке. По центру бабочки вяжется накид, петля снимается. И опять 6 лицевых. Теперь вяжется 11 петель нашей полупатентной резинки. Для этого делаем накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая и еще раз накид, петлю снимаем. Связали резинку, и в нашей с вами косе жгуте на 12 петлях просто 12 лицевых петель мы вяжем. Связали, и последняя перед кромочной петля, опять делаем накид, петлю снимаем, кромочную вяжем изнаночной. Все, вот так завершаем вот эту вот наш 3-й ряд. 4-й ряд вяжем, как я вам показывала, 2-й ряд, да, вот, и затем повторяем с вами, как сказал, 5-й, 7-й, 9-й, 11-й, 13-й ряд. В 15-м ряду у нас снова перекрещивание и в бабочке, и в косе, такие же, как мы сделали с вами в 1-м ряду. Итак, девочки, вяжите в длину, какая вам будет нужна, на какую высоту образец. И следующий наш этап — сделать расчет плотности. Плотность будем горизонтальную и вертикальную измерять. Среднюю плотность, наверное, возьмем. В каждом узоре, девочки, есть такая особенность, всегда бывают какие-то свои нюансы. И я сейчас хочу обратить внимание на нюанс, который есть в данном узоре. Смотрите, у нас используются узоры здесь совмещены с разной плотностью по вертикали, и по горизонтали также, да. По горизонтали у нас коса сильно перекрещивается и сильно, так сказать, съедает ширину полотна, да. Вот. И у нас еще здесь есть полупатентная резинка, которая также выполняет роль съедающего такого элемента. Она у нас съедает длину. То есть плотность по вертикали у лицевой глади и у вот такой вот фигурной, так скажем, резинки, она тоже разная. Поэтому хитрость какая? Начинаем с резинки. Резинка идет сквозь лицевую гладь у нас, да, и резинка у нас заканчивается полотно тоже петлей от резинки. И таким образом у нас этот край и этот край уравновешиваются. Понимаете, если вы сделаете косу крайнюю,
то может так получиться, что этот край у вас будет длиннее намного, а нам надо, чтобы вот эта часть, она же у нас будет крайняя, да, то есть тут у нас уже эта планка, то есть мы здесь уже ничего навязать дополнительно не сможем, да, и эта красивая планка у нас должна вот так хорошо смотреться. То есть это уже у нас с вами, так сказать, лицо будет нашего с вами жакета, нашего с вами изделия. Вот такой нюанс. Итак, делаем влажную обработку образца горячим паром. Тянем его сейчас. Тянем вот таким образом. Вытягиваем в длину и в ширину тоже. Итак, оставляем сохнуть образец. Расчет плотности я буду ввести, девочки, на вот этом правой части нашего узора. Объясню сейчас почему. Эта планка идет сама по себе. Мы сейчас измерим ее ширину и будем знать, сколько она у нас в реальности. Да? А сам узор у нас все-таки вот он такой. То есть здесь идет вот эта бабочка и идет резинка. Плотность, я так подозреваю, будет такое число довольно-таки. В общем, давайте не будем загадывать. Смотрим. Значит, измеряю я резинку, как я сказала, и бабочку. Итак, 18 сантиметров у меня получается, не считая нашей планки на 12 петлях вот этой. Так. И получается 18 сантиметров. Значит, у нас сюда входит 11 петель резинки, плюс 13 петелечек нашей бабочки, плюс 3 петли резинки, опять-таки, плюс 1 петля кромочная. Получается 28 петель. Будем делить на 18 сантиметров. Получаем число 1,55. Запишем, что наша плотность в 1 сантиметре 1,55 петель умещается в 1 сантиметре. Теперь по вертикали меряем резинку. По резинке меряем. 13 сантиметров получается. Считаем ряды. Я считаю ряды. В моем образце 32 ряда делим на 13 сантиметров. Получается вот такая плотность. 2,45 напишем сотых. Я пишу, что в 1 сантиметре получается 2,45 ряда умещается. Вот эти цифры сейчас будем использовать в расчетах. Вот такую выкройку я предлагаю использовать для данной модели. Для спинки будем с вами сейчас набирать на разные размеры, считать петельки. И смотрите, что у меня получилось. Значит, для первого размера 44-46 необходимо набрать 77 петель при ширине 50 сантиметров спинки. Дальше. Для второго размера, это будет 48 размер, 53,5 сантиметра, надо набрать 83 петли. Для третьего размера 50-52, 59 сантиметров, надо набрать 91 петля, 91 петлю. Так, и в общем-то, что касается распределения узоров, сразу давайте, значит, начинаем вязать спинку с планочки, которая вяжется на высоту приблизительно 6 сантиметров резинкой 2 на 2. Потом переходим на распределение узоров.
Вот такое распределение узоров я предлагаю, девочки. Значит, 13 петель — это наш с вами бабочка, вот эта, которую мы вязали. Затем с двух сторон идет по 9 петель нашей резинки полупатентной, которую мы вязали в образце. Но мы вязали с вами 11 петель. Но это слишком много, там тогда узор нехорошо получается, поэтому я убавляю до 9, то есть на 2 петли меньше. Вот, и вот от центра идут 9, 9, это резинка, и опять 13 петель бабочка, и опять заканчивается все резинкой 9, 9, плюс 2 кромочные. Получается 7, 7 петель. Так, ладно, пока про полочку буду молчать. Дальше, смотрите, для второго размера то же самое мы делаем, только здесь не 9 резинка, а 11 резинка. И набираем в сумме 83 петли, и вот тут еще кромочные. То есть вот такое расположение. Тоже центральная у нас идет коса, бабочка на 13 петлях, и от нее вот такие расходятся узоры. 9, повторюсь, 9R — это 9 петель нашей резинки полупатентной, которую мы вязали. Для третьего размера, смотрите, как здесь я распределила. Здесь у нас получается также 13, потом по 9 с двух сторон резинка, потом опять 13 бабочка, опять 9 резинка. И вот здесь 6 и 6, девочки, это половина бабочки. То есть это половина бабочки. То есть вот эти 6 петель узора обозначают вот эту половину левую бабочки. А вот эти 6 петель обозначают правую половину бабочки. И еще здесь стоит одна петля. Это та самая резинка. Вот. Одна петля у нас, которая была полупатентной резинкой. Она по центру вяжется с накидом, который изнаночная. С накидом на лицо она вяжется как накид. Петля снимается, не провязываясь. Да? А по изнанке она вяжется как лицевая петля. Просто. Так, имейте это в виду. Я это заложила вот эти 2 петли, крайние петли. Это полупатентная резинка, ну и кромочная, соответственно. В сумме это 91 петля. Получается это 59 сантиметров и 91 петля. Кстати, кому интересно, 48 размер, 53,5 сантиметров, и это будет 83 петли. Вот такое расположение. Что касается полочек, давайте сразу перейдем к полочкам. Значит, для первого размера 46 петель, и вот такое расположение. Это правая полочка, первый размер. У нас получается вот эти петли, которые мы начинаем в самом начале вязания, это наша планка. Она состоит из кромочной. Одна петля у нас идет за кромочной, вот это же, которые здесь мы вязали, то есть это та петля, которая вяжется изнаночной петлей, но полупатентной резинки. То есть не просто изнаночная, а полупатентная изнаночная. То есть она вяжется в лицевом ряду, как накид. Петля снимается, не провязываясь. В изнаночном ряду она вяжется лицевой. Это вот эта петля. Затем у нас идет 12 петель вот этого узора. Наша коса на 12 петлях. Это планка. Вот. И в сумме это дает 14 петель. Вместе с кромочной, вот этой вот изнаночной, полупатентной и вот этой косой. После этого идет резинка на 9 петлях. Затем идет наша с вами бабочка на 13, и все заканчивается опять резинкой. То есть этот узор повторил вот эту часть спинки. Да? То есть мы вот эти 13 центральных исключили, и узор плавно перешел то, что здесь, чтобы у нас у плеча все совпало. Да? Понимаете, о чем идет речь? Так,
Следующий момент, вторая часть идет. То есть вот у нас идет 48 размер. Здесь то же самое я провела, вот здесь даже по спинке черту, видите, эта черта, это я когда составляла описание для полочек, я вот тут ее проводила мысленно, это правая полочка. Вот так же мы начинаем. Также у нас 14 петель занимает планка вместе с кромочной и этой полупатентной изнаночной. Вот, затем у нас идет, ну, в общем-то, то же самое, только все заканчивается не 9 петельками резинки полупатентной, а 11, так же, как у спинки. Все совпадает. Ну и, соответственно, для другого размера, для третьего, все то же самое совпадает у нас, только добавляется в самом начале вот эти вот 14 петель планки. Кромочная, полупатентная изнаночная и 12 петель косы для планки, которые мы с вами вязали. Вот. И затем просто вот все, что идут узоры, в такой же последовательности мы вяжем. Здесь возникает какой вопрос? У нас здесь с вами добрая классика, и у нас с вами идет вот этот у проймы идут петельки, закрываются. То есть мы вывязываем здесь пройму. Закругление у проймы я расписала в описании под видео, а здесь я просто, девочки, ну как бы вот 7 петель наметила для первого размера, 8 петель для второго, 9 петель для третьего. Обычно глубина вот этого выреза составляет около 5 сантиметров. Вот если вы 5 умножите на нашу плотность по горизонтали, 1,55, получите 7 петель. Вот их 7 петель я взяла. Для второго размера я взяла 8 петель, как я сказала, для третьего 9 петель. И все, что у меня осталось, это по спинке и у полочки также вяжется. И все, что осталось, это петли плеч. На вырез горловины у меня пришлось 31 петля, 33 и 35 петель. Как вывязать вырез горловины, я подробно описываю по спинке. В описании там почитаете, на какой высоте его начать формировать. Кстати, я беру среднюю длину изделия 58, 59, 60 сантиметров. Эту величину вы для себя корректируете. Это соответствует нашим размерам. Первый, второй, третий размер. И все, что осталось у меня петли плеч, это 14, 16 и 18 петель. То же самое у нас остается с вами по полочке. 14, 16, 18. Пройма также закрывается на той же самой высоте, что и у спинки. Здесь количество петель тоже мы с вами считали. Вот 46 первый размер, 48 второй, и получилось, вот здесь я не посчитала, но в описании есть количество петель 14 плюс 39. Можете устно посчитать. Вот, это для третьего размера. Так, и остается у нас с вами убавки по V-образному вырезу. То есть набираете вот эти вот петельки для полочки. Кстати, вот здесь идет резинка, как у спинки, 6 сантиметров в высоту, 2 на 2. И только после этого начинается узор. То есть наша вот эта с вами красивая коса по полочке начинается вот от этого момента. Не от самого начала, как мы привыкли, а вот отсюда. А здесь идет резиночка. И пуговка тоже, я смотрю, идет, а там, по-моему, 3 пуговки всего. 1, 2 и 3 всего. Ну, вы, конечно, можете по своему желанию это все сделать. Нас сейчас будет интересовать вот этот V-образный вырез горловины. Он там очень красиво оформлен. В оригинале там убавочки идут такие красивые. Ну, здесь смотрите, у меня как получается. У меня получается, надо для первого размера 11, для второго 10, для третьего 12 петель распределить на высоту 20 сантиметров. Мы умножили 20 сантиметров на вертикальную плотность. 2,45 у нас была это вертикально, мы считали, да, то есть 20 умножить на 2,45, это 49 рядов. Ну, грубо говоря, 48 рядов, да, 48-50, ни туда, ни сюда. И получается, что 11 петель в каждом четвертом ряду будем закрывать, второй размер 10 петель в каждом пятом,
и 12 петель в каждом четвертом ряду. Когда свяжете, вот эти петли не закрываете, планки, петли планки, продолжайте вязать на высоту еще 10 сантиметров. Здесь вот стоит 11. Я здесь просто не стала очень глубоко делать. Сделала вот всего лишь 10 сантиметров у меня на первый размер. То есть это 20 сантиметров ширина выреза. Поэтому здесь, ну, свяжите 10,5, чтобы немножечко свободно было. То есть на высоту около 10,5 сантиметров вы еще вяжете, продолжаете эту красивую косу вязать, нашу планку, вот эту. Кстати, вы в оригинале обратите внимание, здесь коса замещается резинкой, когда идет V-образный вырез. Я бы на вашем месте, девочки, если бы вязала бы, я бы косу продолжила бы. Но если хотите, перейдите на резинку, как у них. Здесь резинка не 12 петель уже будет, а что-то поменьше, там около 7-8 петель. Резинка обычно идет 1 на 1. То есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, обычно лицевая, изнаночная. Обратите внимание. То есть здесь я этого не писала в своем описании, а как бы продолжаю планку вот эту на 12 петлях. Мне так проще считать. Вот. И вот я вам уже сказала, через какое расстояние делать вот эти убавки. 10, 11, 11, 10, 12 петель. И у вас вы выйдете на петли плеч, да, и у вас получится 14, 16, 18. Должно получиться как у спинки. Один в один, чтобы красивый узорчик улегся. Теперь давайте на рукавчик перейдем. У рукавчика. У нас с вами у рукавчика по низу будет 43, 45, 46, 47, наверное, петель набираться. Вот. И здесь в самой широкой части рукавчика у меня получилось на 19 сантиметров, это половина рукава для первого размера, то есть 38 сантиметров. Вот эта часть умножаем на плотность 1,55, получается 59 петель. Да? То есть любой сантиметр по горизонтали умножаем на горизонтальную плотность, получаем петли. Дальше второй размер также умножил на плотность, получил 61 петлю, и вот этот размер умножил на плотность, но тут, конечно, на 2 еще удваивается показатель, получила 63 петли. Вот. И теперь нам надо по скосу эти петли прибавить, недостающие. От 43, значит, от 59 отнимаем 43, получаем 16 петель, делим на 2 скоса, получаем 8 петель. И то же самое у меня получилось для всех размеров. То есть по 8 петель прибавки идут для всех размеров. У нас с вами, если вот эту величину мы берем от планки, которая вяжется как у спинки резинкой 2 на 2 на высоту 6 сантиметров, мы начинаем сразу вот этот узор вязать на высоту. Вот я взяла по моим меркам 39 сантиметров. У вас должна быть эта мерочка индивидуальная, пожалуйста. Поэтому 39 мы умножаем на плотность по вертикали 2,45, получаем 96 рядов. Всегда берется счетное число. Вот. И эти 96 делим на 8. Получается 12. В каждом 12 ряду мы делаем прибавку. И так 8 раз прибавок по одной петле одновременно справа и слева. В итоге у вас должно получиться вот это количество петель. Вы выйдете на вывязывание оката. Я никогда не делала расчет оката. Для начинающих, значит, вязальщиц я рекомендую этот окат нарисовать на выкройке в натуральную величину и вязать, прикладывая полотно вот к этому вот к нашей выкройке. Да? Так очень просто и будет понятно, по сколько петель. По 2, по 1, по 3 здесь убавлять. Понимаете? Это будет видно и понятно. Прикладывайте, расправляете и смотрите. Ага, здесь, значит, сейчас в следующем ряду надо 2 петельки убавить и так далее. Вот, это лично так я училась, меня так учили. Вот. Если вы уже опытная вязальщица, вам вообще мои объяснения не нужны, честно сказать. Вы все равно сделаете по-своему,
узор расположите по-своему, а кас свяжете по-своему. Вот, поэтому я тут даже и не буду распинаться, да. Ну, девочки, старалась как смогла, как это я вижу, это изделие я вам рассказала. Естественно, вы делаете по-своему. Узоры вот здесь я вам не стала рисовать, как их расположить. Смотрите, также по центру располагаем косу на 13 петлях, с двух сторон по 9 резинки полупатентной, да. Но по сути здесь тоже 13 и 13, да. Давайте посчитаем. Просто вот 43 петли, да. Ну, то есть у нас получается 13 умножить на 3 плюс 18, да? Вот 57 петель. У нас 43 петли. То есть 13 тут никак нельзя, да? Но если вот у нас 13 плюс 18 взять, то это 31 петля плюс 2 кромочные, то есть 33 петли. То есть 5 петелечек у нас с вами просто лицевой гладью мы возьмем поначалу. То есть вот для первого размера вот такое расположение узоров будет после резинки. Вот, то есть здесь получается кромочная идет, потом 5 петель идет просто лицевых, потому что никакая коса здесь не уместилась. Затем идет 9 петелечек у нас полупатентной резинки, 13 петель наша бабочка по центру, опять 9 полупатентная резинка, 5 лицевых. Для второго размера, где 45 петель, здесь уже будет 6 лицевых. Вот. И для третьего размера, где 47, здесь будет 7 лицевых. Я так понимаю. Да? Давайте посчитаем. Это что-то я сейчас вам тут расскажу. Так, получается 13 по центру плюс 18 плюс 2 кромочные. Это 33. А если к 33 прибавить, как я тут вам понаписала, 14, 47. Да, я все правильно понаписала. Так и есть. Это лицевые петли. Хотите, когда будете включать вот эти петли, вот, ну тут ничего особо-то не сделаешь. Единственное, вы вот эти петли можете перекрещивать их, как у бабочки на этом же уровне. То есть как бы только так. Пол бабочки у вас будет получаться. Ну, когда вы уже, конечно, вот эти петельки довяжете, включите их, да, то у вас здесь будет полноценная 7 плюс 8, это уже 15 петель, да, то есть здесь уже полноценно вы можете бабочку вывязывать, но не сразу. Сразу пойдет просто лицевые петельки. Конечно, это изделие не самое простое, здесь, конечно, требуется опыт, мои хорошие, но имейте в виду, что это все равно связать можно при определенных, так сказать, знаниях и при определенных усилиях. Я желаю вам удачи, до новых встреч. Описание того, что мы сегодня с вами проговорили, будет выложено под видео.